Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 июля. Что прояснится? Давайте узнаем, что уйдет, а что придет взамен, какие неожиданности во вторую декаду могут быть. Одним словом, давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. И на колоде 78 дверей, это метафорические карты, но они очень хорошо передают именно действие само, да, метафору. И я хочу достать 3 карты как знаки судьбы, как подсказки. Я же вас хочу пригласить еще и на свой сайт, прочитать астрологический прогноз на июль месяц. Я думаю, подсказок будет больше. Сверьте, мои дорогие тельцы, ваши планы с расписанием звезд. Итак, что же прояснится? Давайте достанем первую карту. Что у вас, мои дорогие тельцы, прояснится в июле? Может быть, это какой-то лабиринт закончится. И правда, Уран уже на время, пусть, но уже не в вашем знаке. Уже какие-то революционно-инновационные перемены могли закончиться. Но разве что какое-то вот послевкусие вы теперь можете им заниматься или прояснять какую-то тему для себя. Хотя я так могу предположить, что внутренне вы уже с чем-то определились. Но тем не менее, что же там у вас будет проясняться, мои дорогие? Неожиданности давайте достанем. Может быть, и новость, реакция какого-то человека, решение человека, бумага, может быть, или письмо, сообщение. Может быть, это и в средствах массовой информации тоже мы что-то слышим. Каким-то образом для нас это важно или нужно учитывать. Но у каждого здесь своя какая-то задумка и направление. Что уйдет? И не обязательно ведь, что это вот уходит конкретно, вот как мы от чего-то отказываемся. Тут такая позиция, когда вы можете, к примеру, завершить решение какого-то вопроса, и уже все, проблема, она как к нулю сведена. И больше вы этим заниматься не будете. Ну или как энергии какие-то. И спросим, а что же придет тогда взамен? Теперь возьмем следующую колоду карты «Три знака судьбы». Чему нужно уделить внимание? Нельзя вот это вот, то, что нам раскроют карты, а тут принципиальное значение имеют двери, открыты, закрыты. По крайней мере, куда дверь открыта, так точно. Туда надо пойти. Ну, а если есть такие по старшим арканам закрытые двери, куда тоже нужно попасть? Но тогда тут не все так однозначно. Поэтому давайте, я думаю, подсказки тоже будут. Первый знак судьбы. Подсказки карт. Второй знак судьбы для вас, мои дорогие тельцы, на июль с 10 по 20. Вот такую хочу карту достать. Окей. И карта совет. И откроем ее в самом конце. Так что же у вас прояснится? Вообще шикарно, мне хочется сказать. Тройка мечей. Вот посмотрите на эту карту. Вас уже где-то нет. А и не надо. Самое главное, что там не надо быть, понимаете? И может быть, вот что у вас прояснится? Какой-то вопрос, который вас держал в заключении в каком-то. Или вот посмотрите, такой невзрачный топчан. Как будто переписанный, исписанный дневник, но тут уже человек встал. И пусть что там разлились чернила, да бог с ними, вообще это все не важно. Сам человек вот в этот макет сердца воткнул 3 меча и сказал: все, хватит, баста, я здесь больше никогда не буду. Вот какая-то точка, что прояснится. То, о чем вы думали, предполагали. Или, может быть, интуиция вам подсказывала уже, что выход из какого-то положения или из создавшейся ситуации, или какой-то финал, вот он будет именно таков. Вам во что-то не хотелось верить. Или были, самое главное, по этой карте у нас проходит, знаете, некоторые ожидания, когда мы кому-то верим, или когда мы надеемся на человека, что он придет. И тут самые разные моменты могут быть. Конечно, это может быть как тот человек, как предательство. Ведь по тройке мечей это чаще всего те люди, которые нас совершенно неожиданно подводят. Для вас, наверное, тельцы, это особенно неожиданно, потому что ваш-то знак зодиака – это сама надежность. Особенно иногда, к сожалению, так бывает и по части близких людей, кому мы помогаем. А у нас сейчас Хирон в Овне. А Хирон для вашего знака зодиака вообще имеет особенное значение. Хирон, Луна,
Луна – это интуиция, слушайте подсказки интуиции. А Херон – это символ израненного целителя. У меня, кстати, есть статья на моем сайте. Так вот, я оставлю тоже ссылку в описании под видео. Будьте внимательны, если кому интересно, прочитайте. Ведь эти энергии, они еще будут продолжаться. И вполне вероятно, кому-то важно что-то переосмыслить, передумать. Израненный целитель – это именно тот, который много сделал хорошего, в чем-то был уверенным. Но нам говорят, что даже если у тебя какие-то благородные цели, намерения, ты их преследуешь, и ты кому-то что-то либо помогаешь, либо перепоручаешь. Вот, кстати, такое тоже может быть. Ты не гарантирован от того, что другой человек продолжит твое дело, или он не сделает как-то криво, неправильно. То есть ваши благородные цели и намерения, они не обязательно будут в том же ключе продолжены кем-то другим. Понимаете? И вот этот вот, как священная рана, она очень долгое время в нас не зарастает. Нам больно, нам сложно. Какое-то время мы замираем, и вот находимся, наверное, вот на таком, ну, аллегорически, опять же говоря, топчине, и какое-то время нам просто необходимо, чтобы мы себя собрали по кусочку воедино. Вот и для вас, если мы говорим, что прояснится, вот какая-то такая ситуация для вас прояснится. По этой карте мы уже выздоравливаем. Я часто говорю, тройка мечей – это карта здорового равнодушия. Может быть, вы долгое время не могли отказаться от чего-то. Может быть, даже от каких-то контактов. Может быть, это тот человек, которого вы знали долго. Или это кто-то из родственников. Или тот человек, с которым вы строили планы. Но вот есть какая-то реальность. И постепенно, пусть не сразу, мы, в конце концов, уже принимаем эту мысль. Мы уже с ней как бы сжились. И мы этот опыт оставляем как ситуацию. Да, мы уже теперь идем дальше. Но вот этот грустный, печальный опыт, вот эта священная рана, она уже заросла. Но шрамы, которые остаются, они нам время от времени будут напоминать для того, чтобы вы не нашли еще раз где-то старые грабли. Кто знает, жизнь, она такова, что любит нам иногда некоторое такое дежавю, проверку, как на прочность, такой экзамен преподнести. И ситуации-то где-то похожие. И если мы сдали когда-то этот экзамен, мы очень быстро видим, ага, вот тут тоже какие-то силки, ловушки. Я туда больше не ходок. Вот что-то подобное у вас проясняется, освобождает вас от какого-то гнета, тяжести, или какая-то минусовая ситуация окончательно заканчивается, а она, это вас могла держать какое-то время словно в заложниках. Неожиданности. Пятерка жезлов. Я часто называю эту карту информационного хаоса. Нам тут 5 ведьмочек. Таро называется ведьмочки. И вот 5 их тут, прекрасных таких дев, и они спорят. Ну, наверное, как в басне, когда в товарищах согласия нет. На лад их дело не пойдет. Вот тут крокодил не ловится, не растет, кокос, извините. Но не варится ихнее блюдо или варево, что тут они задумали. Как будто все через края, да, вытекает. И вот уже тут и огонь попал на вот этот пол, да и коты уже даже, посмотрите, перессорились. А ведь они даже не замечают, что тут, боже мой, тут вообще-то надо как-то завершить вот эти споры. Вот вы могли контактировать, если мы говорим, что уйдет. Вот действительно уходит тройка мечей, да, или вот это вот разочарование глубочайшее, какой-то прежний опыт. И, кстати, 2 карты могут быть связаны, потому что вы кому-то доверились, тому, кому не надо было доверяться. Или вы столкнулись с человеком, который по пятерке жезлов, я часто говорю, что, во-первых, любая пятерка – это всегда недостаток. Вот, ну, по части пятерки жезлов недостаток правдивости. В первую очередь. Это как и недостаток правдивой информации, так и для человека конкретного, с которым вы могли контактировать. Он тоже вам всей правды не говорил, за нос как будто водил. Или говорил то, что вам приятно слышать. Или вы могли даже строить какие-то планы. У кого-то бизнес, у кого-то личная жизнь. А теперь мы понимаем, во, елки-палки, но мы и связались. Да он сам определиться не может. Или она сама определиться не может.
мы окончательно понимаем, что да тут вообще с таким человеком ненадежным лучше дела не иметь. А всю ту информацию, которая ко мне приходит, чтобы тоже где-то не попасться на информационную удочку, мои дорогие, будьте внимательны. Нам нужно все перепроверять. Тем не менее, ворох информации вам может помочь, как и человек, может быть, какой-то момент вам помогал, или было какое-то ценное сотрудничество. Но будьте готовы, что это рано или поздно может завершиться. Рано или поздно правду-то ведь мы все-таки узнаем. Поэтому не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Так вот, мы делаем выводы и идем дальше. Карта так и говорит. Она продолжается, то, что я говорила, по тройке мечей. Или раскрывает, что же это было, как складывались события. Что уйдет? Карта жадины. Соответственно, если тут у нас какой-то минус, проигрыш, но это вы уже сейчас себя сохраняете. Кстати, если мы говорим даже по отношениям, может быть, это вы человека какого-то отпускаете словно, да, потому что, ну, бывают и такие ситуации, третий лишний, или когда вы понимаете, что раньше у вас были партнерские отношения с этим человеком, но он ушел, ну что ты сделаешь? Ну ушел, иди, что называется. Но где-то еще ревность она может быть. По этой карте иногда ревность проигрывается. Пока мы себя перестроим, что ну да, вот это больше нам не принадлежит. Но тогда и уже у вас другие энергии. Вам, скорее всего, придется какую-то денежно-финансовую историю стабилизировать, мои дорогие тельцы. И вот здесь тут все вами контролируемо. Как и контролируемо, нам карта показывает, придавил так своим весом сундучок молодой человек и говорит: так, все, вот этот поезд больше никуда не идет. Вот здесь начинается новая точка отсчета. И правда, ведь с одной стороны четверка – это фундамент, это уверенность. Поэтому уверенности в самом себе это точно будет больше. Но я могу предположить, что некоторые вопросы по финансам требуют вашего нового решения. Нового все-таки решения, потому что мы не можем в старом каком-то шаблоне по четверке пентаклей идут старые шаблоны. Мы не можем, это нам карта или энергия, они помогают именно стабилизировать что-то, но дальше быть готовым к тому, что жизнь идет вперед, и нам нужно идти в ногу со временем. Вот такого рода могут происходить метаморфозы. Ладно, давайте с вами узнаем дальше. А что придет взамен? Рыцарь жезлов, посмотрите, сама по себе карта говорит о... Что придет взамен? Это мы сами куда-то можем перемещаться. Или нам придется столкнуться с некоторыми неожиданными событиями, мои дорогие, потому что рыцарь жезлов, будь готов как раз к каким-то жизненным метаморфозам, к получению разного рода информации. Будь готов быстро куда-то собраться и отправиться, что-то переделать, переиграть, может быть, решить некоторые вопросы. Но по рыцарю жезлов это может быть связано еще с новостью, информацией или решением конкретного человека приехать к вам, может быть. Или вам нужно будет, мои дорогие тельцы, куда-то тоже отправиться. Может быть, и придется некоторые вопросы согласовывать в высоких инстанциях, и мы можем получить разный ответ. Или для нас могут обозначить, что конкретную тему, задачу вы можете решить только определенным образом, да? Ну или как возможность вот к этому есть. Поэтому вам я такое могу допустить. И придется где-то отшлифовывать новые техники в плане финансов или самому где-то быть готовым к тому, и мы ожидаем по Урану в Близнецах, новые технологии цифровые по части денег тоже. Почему сейчас в центре внимания Телец, Близнецы и именно вот этот транзит Урана? Все человечество ожидает, что прорыв вот в цифровых технологиях. Но и одновременно, если это больше Меркурий, а Телец-то ведь вас тоже затрагивает это. А вы как раз это второй дом гороскопа в жизни каждого из нас, да? И это имеется в виду какая-то финансовая история. И мы с учетом Урана новые какие-то технологии тоже ожидаем. Поэтому будьте готовы, в принципе, к каким-то неожиданностям, что придет взамен. Да тут много чего интересного придет. Давайте узнаем знаки судьбы. Первый.
Это вы, мои дорогие. К примеру, девочки, можете обладать какой-то исключительной властью над противоположным полом. Я такое, пусть не для всех, но я могу допускать. Почему? Потому что карта все же женской силы. Иногда говорит о том, что это вы притягиваете себе. И сообразно всем остальным транзитам это на самом деле предусмотрено. Но кого мы там притянем? Или вы, мои дорогие? Тут люди могут быть самые разные. И вам свою силу, как-то не следует пускать в тираж или делиться без оглядки своей собственной силой со всеми подряд. Не все ее достойны, вверху тройка мечей. Будьте аккуратны, будьте осторожны, берегите себя. Может быть, и то, что вас питает, это совсем не означает, что вы, опять же, до бесконечности вкладываетесь в какое-то дело или продолжаете какие-то бесперспективные отношения. Все-таки вывод работы над ошибками – это предусмотрено. По карте сила – это вам нужно хранить силу. Мои дорогие мужчины, все же эта карта еще и дипломатия, это вот сейчас для всех. Хотя для мужчин я могу предположить, что это очень важная женщина в вашей жизни. Она может быть кем угодно, у кого-то мама, любимая женщина, может быть руководитель, недавняя знакомая. Но тут скорее придется договариваться, потому что для всех это ваше в ресурсное время, мои дорогие тельцы, и это правда, даже с учетом астрологических тенденций. Но и карта говорит, укрощать своего собственного льва нам придется, ведь лев – это прообраз нашего эго. И обратите внимание, двери закрыты, как волшебная дверь, потому что лемниската изображена именно на двери. Так вот, лев – это страж дверей. И пока мы не договоримся с этим львом, пока мы сами внутри себя не причешем какие-то эмоции, вот эта волшебная дверь не откроется. И это старший аркан. На вас будут еще одновременно влиять какие-то события извне. Будьте к этому готовы. У вас есть силы, мои дорогие, преодолеть все. Но, может быть, вы будете с чем-то не согласны. Что-то вам будет не нравиться. Не выносите пока вердикты. Будьте как маг. Ведь энергия карты «Сила», она точно такая, как у карты мага. Поэтому и лемниската. Тут может быть и для кого-то из вас. Либо вами манипулируют, либо вы. Хотя вам это не очень свойственно. Манипуляции тут не совсем про тельца, прямо скажем. Вы люди более открытые, более честные, так вот конкретные какие-то. Для вас ясность, она ценнее, чем какие-то маски и игра. Но, видимо, жизнь идет в каких-то новых правилах, преломляется в новую, иную плоскость реальности, мои дорогие. И у вас ничего не остается, как адаптироваться. Будьте внимательны, это знак судьбы. Второй знак судьбы. И, может быть, это какое-то доверие, да, смотрите. 2 раза повторяется. И карты нам хотят сказать, да уже хватит там сидеть. Да, это клетка. Вроде бы и дверь открыта, но мы все ждем. Мы кого-то ждали, может быть, и так. Как знак судьбы, пора уже делать первые шаги. Это все-таки карта искаженного восприятия. Мы могли из-за разочарований себе тут такого надумать. Мы могли даже на какой-то период никому не верить, да, как будто закрыться или сузить все контакты, свести к минимуму. Но карта вам говорит, конкретно дает совет. Телец, тебе пора. Тебе пора выходить из этого заточения. И пусть даже если эта клетка золотая, и пусть что-то даже не устраивает вас, да, но ведь тут желание именно остановиться, как бы подзастрять в этом месте. Нам человек показан, который ему несколько неудобно, но он привык. Он привык. Вот вам мешает какая-то привычка. Буквально взять какой-то старт. Или привычка отчасти держит вас в заложниках с теми людьми, на которых вы надеетесь. А карта нам говорит, надейся сам на себя. Начинай какие-то первые шаги. Не упусти время. Третий знак судьбы. А на кону, посмотрите, карта сила, 10 пентаклей. Это и деньги, да, вот мы говорим по 4 пентаклей. Ну, какой-то период стабилизировать обстановку нужно, но все же. Или финансовую ситуацию. Но на кону у вас какие-то возможности. Новые возможности заработка у кого-то могут быть как знак судьбы, что что-то меняется по части вашего дома недвижимости. Может быть, это вы сами меняете, и это будет сопряжено с тем, что вам нужно срочно куда-то отправиться, поехать в силу разных причин. Может быть, это когда вы
объединяетесь, да, вот с вашей семьей съезжаетесь, были дети в одном месте, а родители в другом. И здесь вы надумаете объединиться. Хотя я точно так же могу предположить, что кто-то может и разъехаться, чтобы чувствовать себя более свободно. Потому что очень часто разное поколение, мы живем в разных энергиях. И мы очень хорошо взаимодействуем, когда ходим друг к другу в гости. Это реальность, опять же, мои дорогие тельцы. Но самое главное, карта комфорта и максимального благополучия. Десятка пентаклей. Поэтому тут даже если мы начинаем вот с этой пустой клетки, то мы можем прийти как к богатому, уютному дому. Кстати, в этой карте прорисовано, обратите внимание, два как бы дома. Дети играют, их дом расположен на дереве. Это как какая-то генеральная репетиция. И двери открыты, вы как будто сами открываете. А вот этот дом, который настоящий, он как будто ждет еще нас. Поэтому какое-то промежуточное, может быть, перемещение у вас на какое-то время, может быть, и так нужно, да, или вы согласитесь, например, на какое-то сотрудничество, все-таки у нас пентакли, да, и понимаете при этом, что рано или поздно оно закончится. Вот есть какой-то такой знак буквально, когда вы здраво очень, вы сами это видите, что да, вот на определенный отрезок времени я на что-то соглашаюсь, но сказать, что на длительный период, скорее всего, нет. Вы видите вещи такими, какие они есть. И по десятке пентаклей это ваша, мои дорогие, сильная позиция. Давайте откроем карту совет и десятка кубков. Знаете, даже если в вашей жизни пока все идет наперекосяк по части, ну вот как у кого-то одиночество, ведь правда? Тогда почему карта говорит, выходи из этой клетки, у вас может состояться новое знакомство. Причем то, которое вас будет вдохновлять. Может быть, с тем человеком, который будет вам надежным другом. Может быть, и будет даже семья все-таки по максимуму. Две карты, десятка пентаклей и десятка кубков сами по себе даже говорят и о доме, и о взаимодействии с домочадцами, и о надежном партнерстве, но еще и о финансовой какой-то перспективе. Поэтому, если были какие-то разочаровывающие ситуации, нам уже не раз об этом карты сказали, мои дорогие тельцы, позвольте себе быть счастливыми. Не замыкайте себя сами ни в каких клетках, ни в каких-то непонятных ситуационных моментах. Нужно видеть вещи цельными, может быть, и не очаровываться, правда, чтобы потом не разочаровываться. Будьте реалистами, ведь вы всегда реалисты. Но, может быть, даже если у кого-то вы на определенный период времени доверились, понадеялись, человек подвел. Может быть, это история, которая долгое время складывалась, и совершенно неожиданно поведение человека, то, тем не менее, новая история тогда у вас может быть. Или какое-то новое знакомство. Будьте внимательны, я могу такое предположить. Но и с другой стороны, для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный, в союзах, здесь ведь можно и помириться тоже. Или вас поддержат ваши дети. Вы не один или одна, мои дорогие тельцы. Самое время быть оптимистом, даже если какой-то период времени у вас была полная безысходность, сплошное разочарование или как сгусток боли. Вот эта тройка мечей. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. Я благодарна за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.